Привет, меня зовут Татьяна Лазарева, и это мой проект «Где я ошибаюсь». Я собрала подростков и взрослых, незнакомых друг с другом, чтобы мы честно обсудили острые и конфликтные вопросы. Итак, это вопрос от подростков родителям. Когда я рассказываю родителям о своих романтических чувствах и переживаниях, в ответ слышу: «Не волнуйся, будет таких еще миллион». И меня это бесит. Почему вы так делаете? Давай. Мне кажется, это очень плохой ответ от родителя, потому что, неважно, первая – это подростковая влюбленность, вторая – она для любого человека, любая любовь в жизни, она очень важна. Очевидно, что это плохой ответ. Но что это? Почему так родители отвечают, скажи? Возможно, родители забыли, что они сами когда-то были подростками, и что для них это было очень важно, и что вот эта вот дружба, которая у них была, и первая влюбленность, это для них была вся их жизнь и вообще весь мир, и ничего важнее не было. Возможно, они просто стали взрослыми, и с точки зрения своего опыта, что вот это вот когда-то было и прошло, и сейчас им, мне кажется, важным вот этот опыт их, который у них был, но на самом деле они тоже это проживали, и для них это было очень важно, просто они об этом забыли. И поэтому, возможно, они в моменте так отмахиваются, либо если это какие-то проблемы, допустим, в отношениях, невзаимная любовь, например, они думают, что они таким образом могут как-то вот разрешить, что вот это не важно, пройдет время. На самом деле это родительская такая забота. Такая своеобразная, очень странная, так это какая выглядит. есть. Он говорит: ой, мы видим переживания ребенка. Он действительно пишет: когда я рассказываю о своих романтических чувствах и переживаниях, мы же тоже переживаем. И мы говорим: да ладно ты, фигня. В смысле, будет другой еще, как это наше известное у нас в Советском Союзе, когда я жила. Там была такое, мне бабушка рассказывала, что нельзя бегать за трамваями и за мальчиками. Через 5 минут будет другой. И я такая: ну ладно, трамвай-то будет, а мальчика-то где я еще возьму? А мальчик под трамваем, дайте угадаю уже. Там и мальчик будет, да, давай. Скорее всего, они так отвечают, потому что нам также отвечали в детстве, чаще всего. Просто это какая-то уже на автомате фраза. У нас таких фраз миллион. Мы так выросли. И плюс ваши родители, они все равно еще учатся до сих пор чему-то новому. И, наверное, им нужно еще учиться вот таким вот вещам, то есть убирать автоматы. Я сейчас сижу, я вроде на стороне взрослых, но при этом мне хочется быть на стороне подростка, потому что я не позволяю себе такие вещи говорить своим детям. Я к этому отношусь очень серьезно, потому что я очень хорошо помню свой подростковый возраст, и я очень хорошо помню, как я не очень много разговаривала с родителями по поводу того, что со мной происходило, ровно потому, что я получала вообще жесточайшее обесценивание. Про то, что это фигня, про то, что мне вообще рано про это думать. Можно я буквально на секундочку? Конечно. А давайте поднимем все руки, кто получал то же самое. От родителей, да, 100%. И в этом смысле я просто, я вопрос услышала, мне самой по себе больно, потому что это до смешного доходило, когда, я замужем много лет, 20 плюс. И когда я привела знакомить родителей со своим мужем, в общем, реакция была ровно та же самая. Поскольку я очень остро помню, как я себя в тот момент чувствовала, я не могу себе позволить такого сказать своим сыновьям, потому что это уже жестоко. Да, все познается в сравнении. Папа был мужлан и жесткий, и он говорил такие фразы. То как раз моя мама, она певствовала во мне и романтизм и так далее, и она не обесценивала это. И когда я девочке признался в любви, а она сказала: давай дружить, это был пипец для меня. Моя мама поддержала меня, нашла возможность, говорит: давай куда-нибудь пойдем. Ты говорил, вот театральная студия, иди в театральную студию, отдышишься. Моя жизнь связалась с театром, та девочка потом ко мне вернулась, мы прожили больше 20 лет, у нас сын и дочь, поэтому я в 16 лет познакомился с женой, будущей женой, и все, что мне говорили, все полная херня. По-разному получается. Я не ожидал, что я потом разведусь. Так получилось, сын вырос, мы развелись, разошлись. Я в ТикТоке познакомился со вдовой с 3 детьми. И поверьте мне, ее родители меня не любили. Они виделись со мной 1,5 раза. Родители ее бывшего мужа меня также не любили. Это брак по расчету. Женился, чтобы 3 детей уже, чтобы... Условно, у меня 2, там 3. Но я имею в виду, что это встречается так или иначе, но запомните это, не делайте со своими детьми, не обесценивайте, не говорите. Но это не повсеместно. И это важно, и это про то же уважение, про то, какие чувства есть, и они важны. Берегите их, говорите: если ты меня любишь, не обесценивай. Но это то же самое, как обесценить мою любимую группу. На мой взгляд, тоже. Я люблю что-то, ты плюешь мне в душу.
Я люблю этого человека, ты говоришь, этот человек поменяется через 5 минут, как трамвай. Не плюй мне в душу, пожалуйста, мой родитель. Друзья, минуточку внимания. Как вы уже поняли, мы будем стараться почаще выпускать на этом канале вот такие короткие видео о взаимоотношениях подростков и родителей. Команде проекта «Где я?» и лично мне эта тема кажется настолько важной, что мы решили обратиться к вам за помощью. Поддержите нас финансово, если вы хотите, чтобы мы продолжили наше нужное дело. Ссылку на DonorBox я оставлю в описании. И, конечно, не забудьте подписаться на этот канал и поставьте лайк прямо сейчас, для того, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Смотрим дальше. Раз уж у нас такая шикарная возможность, скажите, что бы вы хотели услышать от родителя, условно, гипотетически, в такой вот ситуации. Когда вы приходите, делитесь своим вот этим эпизодом, а вам говорят, и вот А что? вам говорят, да не переживай. Первый раз, когда моя мама узнала о том, в кого я влюблен, небольшая предыстория, мы с этой девочкой учились вместе 1 год, потом я переехал в Португалию, она вернулась в Россию, и в тот год у меня мама вела у нас русский и литературу, и они были знакомы, и у них были хорошие отношения. И когда мама узнала о том, что мы с ней встречаемся, я ей сразу об этом не сказал. Почему? Мне было страшно. И я у нее просто спросил, как ты вообще относишься к Соне? Она такая, да, хороший человек, нормальная, всегда стоит на своем. А как ты отнесешься, если я с ней буду встречаться? Она говорит, да мне в целом все равно. Это твой выбор, я тебя не буду осуждать. И мне кажется, это лучшее, что она могла сказать. Ну, сказать, что мне все равно, это, наверное, не Ну, очень. не в этом смысле все равно, А. а в том, что это мое решение. Класс, спасибо, давай. Вот для меня лично была именно проблема в том, не то, что меня родители неправильно поддержат, хотя мне эти слова и говорили как раз, а в том, что эта тема до какого-то момента все равно чуть-чуть закрыта. Не то, что она закрыта, потому что вы против ее обсуждать, просто это ничего не принято. У меня у папы вообще какая-то позиция по жизни, что шутить можно абсолютно обо всем. Конечно, в какое-то время подросткового возраста это очень раздражало и обижало, но потом это стало нормой. И даже если не то, что вы шутите, просто поднимайте почаще эту тему, что это нормально. И в какой-то момент это становится тем, что Что ты... нормально? Нормально обсуждать влюбленность, нормально обсуждать такие романтические вещи. И просто легче становится. Это не будет такой вопрос, не то что жизни и смерти, но с таким вздохом ты говоришь родителю об этом, потому что ты ему показываешь, что да, мама, папа там и так далее, вообще-то Всё, я расту. я женюсь. Ну, не то, что я женюсь, но типа, я Ну, на самом деле уже не настолько маленький, как, возможно, вы их думаете или представляете. Хотя и так, понятное дело, что они видят, что ты растешь. Но это очень важно, чтобы эта тема не то, что была страшной, просто безопасной. Вот. Меня не обесценивают. Мне как раз и говорят, да не волнуйся, как бы много такого будет. Мне такое говорят, потому что у них так было. И как бы все равно есть же у всех мнение, что очень часто первые отношения ты пытаешься понять, что ты любишь, что ты хочешь. Поэтому как раз так, возможно, чуть-чуть они обесценивают, просто чтобы тебя как бы успокоить, что да ладно, ты еще поймешь. Да, но при этом все равно получается, что, понимаешь, это твой первый опыт, и ты не знаешь, как себя вести. Ты к кому приходишь? Ну, к самым близким когда-то людям, к своим родителям. У меня вопрос подросткам можно задать? Конечно. Слушайте, скажите, а вам важно, например, чтобы вам родители рассказывали про то, как было у них? Да, как минимум мне. А у меня, например, один из детей, когда я начинаю что-то рассказывать про то, что, ну, я вообще тоже так тетенька, несмотря на то, что мне исполнится 60 лет, там, я в шоке просто. Я такая, я что-то начинаю рассказывать, она такая, фу, мама, ты чего? Фу, ты целуешься? Ну, это не так уж прям, но смысл такой, что, типа, это... Да, извините, это я. Мне нужно отдельную передачу сделать. Мне лично очень важно, и мне было бы очень приятно, если бы родители мне рассказывали, как происходило это у них, потому что когда я вижу своего родителя, я вижу в нем более опытного и более взрослого человека. И если бы мне рассказали, как было у них, я сразу был бы примерно подготовлен, как будет у меня, потому что как будто родители, они более опытные, они больше знают обо всем, они больше прожили, вот, и мне было бы очень важно знать их историю и то, как у них это было. Я не воспринимала какие-то советы родителей как серьезные советы. Я думаю, ну вот они там старые, у них там 40 лет назад это все было. А кому из вас можно, поднимите руки или просто вот так сделайте. Рассказывали родители про свои чувства? Всем.
О, завидуем. Как человек с очень странной и, наверное, ужасной первой любовью, наверное, та фраза, которая, ну, таких еще 1000 будет, это самый страшный кошмар, который можно было сказать. Можно, скорее всего, просто поддержать, надо сказать, что вот, ну, хорошо, что она прошла, или там что-то такое, и то, что в будущем у тебя будет и лучше, и хуже, но это будет. Главное, что будет. В будущее у тебя еще впереди там молодость, у тебя впереди 18-летие, 16-летие, и у тебя впереди самые яркие части твоей жизни. Так что надо пока не огорчаться и ждать лучшего. Трамвай. Трамвай и мальчика по трамваям. Я попробую подытожить и вернуть все-таки это все дело в любви. И если ты любишь своего ребенка, ты не будешь его обесценивать, его чувства. Моя дочь приводила ко мне различных парней, у нее не получалось ответных отношений. Ну, то есть она переживала со мной то, что она влюблена. Поверьте, я засовывал свое мнение глубоко себе в жопу, чтобы не говорить, нравится он мне или не нравится. Условно, маме не нравилось, она пыталась что-то говорить. Рано или поздно она найдет, и она нашла. У них взаимная любовь, они счастливы. Он не такой, как я себе представлял, он не такой, как она. Он басист, она певица в разных группах, но им комфортно, они любят друг друга. И я от этого счастлив. Но если бы я попытался ей бы что-то указывать в предыдущие разы, когда она приводила ко мне на кухню и говорила, вот девочка, мы хотим с ней поцеловаться, может быть, я хочу попробовать себя. И так, я молчал. И потом она смогла прийти ко мне и дальше, потому что я не обесценивал и слушал. Я тебя люблю, дочь, это как твой выбор. Чистишь зубки, я тебя люблю. Не чистишь зубки, я тебя тоже люблю. Чешется попка, я почешу, ну, условно. И здесь то же самое, если ты любишь ребенка и уважаешь его, не обесценивай, люби того, в кого он влюбился, помоги ему быть там. И пережить разлуку или потерю этой любви тоже немаловажно. Реабилитация, потом оказаться рядом. Не то, что он козел. Я тебя люблю. Вот так. Мне кажется, не стоит говорить то, что если родитель любит своего ребенка, то он никогда не обесценит, потому что родители совершают ошибки, и, конечно, в любом случае они все еще любят своего ребенка. Спасибо. И вам как раз-таки нужно учиться, нам тоже нужно учиться, и это не значит, что вы нас не любите, если вы что-то там обесценили случайно. Спасибо большое. Нам разрешили совершать ошибки. Ура! Я расскажу историю, которую, пожалуйста, не повторяйте. Пожалуйста. Хорошо, Потому хорошо. что я все еще не понял, чем думал мой отец в тот момент. Где-то в 4 классе была такая детская влюбленность. У меня родители в разводе, и я периодически ездил то к отцу, то к матери. И в какой-то момент я поезжаю к отцу, а он узнал об этой как-то там детской влюбленности, может там через мать. И мне дают книжку о том, что нужно предохраняться и не заниматься всякими интересными делами. Я в 4 классе, напомню, ростом с тумбочку. Вот. Пожалуйста, не повторяйте такой фигни. Мне все еще очень мерзко с этого. Это Простите. Это да. бомбе. Хорошо, что ты сказал. Теперь тебе будет полегче. Хотя бы. Я просто тоже хочу рассказать свою историю, как у меня было. И, пожалуйста, тоже так не делайте. Я тоже примерно была в твоем возрасте, где-то 4 класс, и мама нашла дневник мой. А там было про мальчиков, про любовь, про какие-то чувства, которые меня обуревали, как говорится. Я не могла это рассказать ни маме, ни папе. Ну, как бы это было страшно, да, вот кто-то из вас сказал, это страшно, потому что не знаешь, что ты получишь. Так вот она нашла дневник, прочитала его мне, отругала меня за это. И вот это был капец. Я простила, я с ней как бы уже там потом разобралась после ее смерти. Я поняла, что ею двигало. Она боялась, что я вырасту там проституткой, блин, наверное, так. Но что нужно было сделать? Как бы понятно, что так, как ты говоришь, не надо делать. А как нужно? Как я бы хотел, чтобы случилось, это, пожалуйста, не лезь в мою тарелку. Если я тебя приглашу к себе за стол и попрошу какой-нибудь совет или еще что-то, то, пожалуйста, помоги мне с этим. А если ты протягиваешь мне помощь, которую я не просил, зачем мне эта помощь? Это даже не помощь, а совет. Вот советы непрошенные. Да? Если тебя не просят совета, ну не давай его. Я думаю, что лично мне по твоей ситуации кажется, что это был не скорее не неправильный поступок, а слишком рано. Мне кажется, что это неплохой поступок, если сделать это через несколько лет, не в 4 классе, а попозже. Когда возникнет этот запрос. Да. Это, знаешь, очень похоже на то, когда к тебе приходит там 3-летний ребенок и спрашивает: мама, откуда дети берутся? И ты говоришь: ну, значит так. Вместо того, чтобы сказать: их рожает мама. Все.
У него не будет дальше вопросов, как это происходит, через какие У отверстия. меня были такие вопросы. Ну, у тебя во сколько лет? Вопрос, я просто подтверждаю то, что как бы... Нет, в 4-м это норм. У тебя такой вопрос был в 4 классе тоже, да? Но почему-то... То есть, ну почему-то, когда папа тебе подсунул эту книжку, тебя это как бы возмутило. Потому что если мы будем говорить «не лезь в мою тарелку» абсолютно всегда, то родители нас ничего не научат, потому что в любом случае они должны нам давать советы. Возможно, это будут советы, которые мы не особо хотим слышать, но в любом случае советы именно от родителей все равно очень полезны. Но иногда они могут быть слишком рано. Простите, не соглашусь с тем, что советы должны быть тогда, когда ты их не просишь. Я имею в виду, что если ребенок показывает то, что он не хочет этого совета, тогда, конечно, его не надо делать. Но если просто взрослые не будут вообще давать никаких советов... Поверь мне, такого не будет никогда. Вот. Как бы, если родители будут давать советы только когда мы их просим, то советов вообще не будет. Можно я попробую рассказать свой кейс? Возможно, у меня была уникальная мама, она умерла, когда мне было 17, но я много сейчас понимаю, сколько она делала для меня тогда. Мой ликбез сексуального воспитания был во дворе в Казахстане, в Алма-Ате. Вот. И еще в 6 лет мне во дворе рассказали, откуда берутся дети. И с девочкой, с которой мы первый раз целовались, там, в 7 лет, я ей рассказывал, представляешь, мы когда вырастем, разденемся, и будет вот такое. Я рассказывал, сам не верил. Вырос, оказалось, так есть, но это я узнал во дворе. И так или иначе я потом приходил домой и, когда, видимо, просачивал эти вопросы к моей маме, она была настолько корректна, что когда я стыбзил книжку о девочках, о сексуальном воспитании в библиотеке, может, помнишь, там в библиотеке выдавали только там 3 или 5 книжек, и мне были интересны эти книжки, но эту я боялся взять по читательскому. И мама обнаружила, что у меня лежит эта книжка, и сказала: спокойно, без паники, что тебя интересует. И постепенно количество вопросов возрастало. Я узнал, сколько абортов мама сделала и так далее. Но эти вопросы, естественно, она мне не в 3 года рассказывала. Они возникали, и я разговаривал, и мне было легко с этим. Она рассказывала о тех вещах, которые меня волновали. Когда но ты спрашивал. Когда я спрашивал, именно, когда был запрос. И не плевала в меня. И за эту книжку она не заставила меня пойти в библиотеку ее сдать. Вот это я помню, что для меня было важно. Ужасно, кстати. Потому что это было бы ужасно прийти и сказать: я стыбзил еще и о девчонках книжку. Ну вот как-то так. Точно вот. вырастет, станет проституткой. Да, и не плюнула, и не сказала, что я вырасту там насильником или еще кем-то. Это тоже важные такие вещи. Мы тоже можем, вы со своей стороны можете сказать детям: не раните меня, спокойно, можете не женить здесь. То есть как будто бы это была забота. Все из любви. Ну, вот такая вот кривая косая, но забота, да. Прости его. Все нормально. Да. Да было когда? Читай год назад. Мы все знаем, когда это было у тебя. Ну да, теперь. Логично. Ладно. Хорошо, ну, очень важный вопрос, безусловно, про отношения. Вот это все обсудили, да? Все? Да. В следующий раз обсудим другой.